Для вкусного немецкого супа прежде всего поставим вариться бульон. Он может быть овощным или куриным. Я беру полкилограмма куриного набора. Вместе с куриным набором закладываю одну луковицу, предварительно надрезав ее накрест, одну морковь и корень петрушки. Конечно же, в очищенном виде. Вместо петрушки можно использовать корень сельдерея. Коренья сделают любой суп или бульон в 2 раза вкуснее. Теперь я заливаю в кастрюлю 2 литра воды и ставлю закипать. В момент закипания на супе образуется пена, накипь. Эту пену тщательно убираем. А затем будем варить ароматный бульон на маленьком огне. За полчаса до готовности этих куриных деталей я опускаю в бульон 2 небольших лавровых листа, 3 душистых перца, а также 3 черных перца горошком. Чтобы бульон получился вкуснее, я его посолю на этом этапе. Скоро вкусный бульон будет готов. Пора нарезать овощи. Все овощи я буду нарезать примерно одинаковыми кубиками. Нам понадобится 1 морковь, 1 небольшой лук-порей, кому важна точность, лук-порей весит 100 граммов. А также я нарежу кусочек корня сельдерея. Сельдерей сделает суп особенно вкусным и ароматным. Вес корня сельдерея 150 граммов. Ну и главный ингредиент супа – картофель. Картошки берем много. Здесь 700 граммов 4 таких крупных картофелины. Кстати, в честь картошки этот суп так и называется – немецкий картофельный суп. Дальше я разогреваю кастрюлю. Наливаю немного растительного масла для жарки. Также положу кусочек сливочного масла. По желанию можно использовать что-то одно. Первым в кастрюлю высыпаю лук-порей. И пассерую, помешивая 1 минуту. Затем добавляю к нему морковь. Их я также пассерую вместе примерно минуту. Следом идет сельдерей. Еще через минуту высыпаю картофель. И еще пару минут готовлю овощи вместе таким же способом. Дальше мы будем добавлять бульон. Обычно количество бульона должно быть таким, чтобы он полностью покрыл овощи. По консистенции этот суп должен быть густым. Конечно же, вы всегда можете внести изменения по своему вкусу. Также в суп добавим приправу пол чайной ложки сухого майорана, который очень популярен как в немецкой, так и в польской кухне. Дальше варим суп до готовности овощей. Для тех, кому интересно, что я сделала с оставшейся частью куриного бульона. Здесь у меня нежный диетический суп с яичной лапшой. Известно, что в немецкой кухне очень популярны вкусные сосиски. И в этот суп они также добавляются. Здесь 5 сосисок весом 200 граммов. Зелень петрушки мы также добавим в самом конце. Ну вот, все овощи в супе сварились. Я выключаю огонь и примерно 1/3 этих овощей убираю из кастрюли. А суп измельчаю до состояния пюре.
Теперь овощи я назад возвращаю в суп. Включаю огонь на плите, опускаю сюда нарезанные сосиски. Суп попробуем и, если нужно, досолим. И даем супу покипеть еще пару минут. Перед тем, как выключить суп, добавим сюда зелень петрушки и немного черного молотого перца. Немецкий картофельный суп получается очень вкусным и очень сытным. Надеюсь, он вас порадует. Если рецепт вам понравился, готовьте с удовольствием, а также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть и другие интересные рецепты. Спасибо за ваш лайк и за ваше мнение в комментариях. Этот суп часто подают со сливками, посыпав зеленым шнит-луком, с темным хлебом или сухарями. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. С вами увидимся в следующем вкусном видео.